Урок 1. Новые начинания. Привет, Анна. Ты слышала новости о Мэри и Томе? Я слышала, что они только что расстались. В самом деле, очень жаль. Мне показалось, что они отличная пара. Да, я тоже. Но вы знаете, что говорят, когда одна дверь закрывается, открывается другая. Это правда. Возможно, это означает, что у них обоих будет возможность найти кого-то нового. Именно так. Уверен, у них обоих все будет хорошо. Иногда такое случается не просто так. Определенно. Все дело в позитивном настрое и взгляде на светлую сторону. Совершенно верно. Уверен, что и Мэри, и Том придут в норму сильнее, чем когда-либо. Надеюсь, что да. Новые начинания могут быть интересными, даже если поначалу они немного пугают. Определенно. Мне не терпится увидеть, что их ждет в будущем. Урок 2. Экономия денег. Доброе утро, Анна. Я только что смотрел на некоторые продажи в интернете. Вы заметили какие-нибудь выгодные предложения в последнее время? Привет, Джон. Да, я тоже слежу за распродажами. Я пытаюсь немного сэкономить. То же самое и здесь. Однако бывает сложно определить, когда происходит хорошая распродажа. Это правда. Обычно я просто слежу за магазинами, которые мне нравятся, и жду писем о предстоящих распродажах. Отличная идея. Наверное, мне стоит подписаться на большее количество таких списков рассылки. Определенно. Они сообщат вам, как только начнется крупная распродажа. Отлично, мне придется это сделать. В наши дни каждая небольшая экономия помогает. Совершенно верно. Всегда приятно быть опытным покупателем и воспользоваться этими продажами. Согласовано. У меня такое чувство, что я всегда ищу выгодную сделку. Урок 3. Планы путешествий. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы в ближайшее время забронировать большую поездку. Как вы думаете, Бали, Мальдивы или Багамы? А, все это звучит как потрясающие варианты. Куда ты склоняешься? Не уверен, у всех есть свои плюсы и минусы. Как вы думаете, что лучше всего подошло бы? Это непростой выбор. На Мальдивах было бы так романтично, но на Бали такая веселая и яркая культура. Да, и Багамы просто великолепны с этими прекрасными пляжами. Верно. Изучили ли вы стоимость и логистику каждого пункта назначения? Пока нет, это следующий шаг. Сначала я хотел узнать ваше мнение об опциях. Что ж, все они звучат невероятно. Уверен, что бы вы ни выбрали, вы прекрасно проведете время. Спасибо, я ценю совет. Мне нужно будет провести дополнительные исследования и принять решение. Урок 4. Путешествие за границу. Утро. У меня к вам небольшой вопрос. Знаете ли вы, нужно ли мне заполнять таможенную карту перед въездом в иммиграционную службу во время поездки за границу? Привет, Джон. Это отличный вопрос. По моему опыту, оно может отличаться в зависимости от страны,
которую вы посещаете. Ах, понятно. Честно говоря, я не самый лучший в заполнении этих форм. Не волнуйтесь, многие так считают. В большинстве аэропортов есть инструкции или сотрудники, которые помогут вам в этом процессе. Приятно это знать. Мне обязательно нужно будет перепроверить требования к тому, куда я в итоге поеду. Определенно. И не бойтесь обратиться за помощью, если вы застряли на таможенной карте. Персонал аэропорта обычно очень любезный. Хорошо, отлично. Я буду иметь это в виду. Я хочу убедиться, что я готов к поездке. Совершенно верно. Организованное использование проездных документов действительно может упростить процесс. Конечно. Спасибо за советы. Теперь я чувствую себя немного увереннее. Урок 5. Заявки на работу. Привет, Анна. Я только что устроилась на несколько новых вакансий. Я старалась, чтобы мои заявки действительно выделялись на фоне конкурентов. Отлично, Джон. Что вы сделали, чтобы сделать свои приложения уникальными? Что ж, я отправила менеджерам по найму персонализированные электронные письма, в которых выражал свой искренний интерес к этим ролям. Ах, это очень умный подход. Демонстрация индивидуального подхода может иметь большое значение. Именно так. Я также попытался подчеркнуть, что мои навыки и опыт идеально соответствуют тому, что они ищут. Отлично. В наши дни очень важно адаптировать вашу заявку к конкретной работе. Определенно. Надеюсь, все эти усилия окупятся, и я скоро получу несколько интервью. Уверен, что так и будет. Вы приложили все усилия, чтобы ваши приложения выделялись на фоне конкурентов. Спасибо. Спасибо, что вы меня выслушали и ободрили. Урок 6. Планирование поездки в одиночку. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь путешествие в одиночку. Куда ты собираешься поехать? Здравствуйте, Джон. Я подумываю посетить Японию. Мне всегда хотелось познакомиться с богатой культурой и прекрасными пейзажами этой страны. Япония звучит потрясающе. Почему вы решили отправиться в путешествие в одиночку, а не с друзьями или семьей? Что ж, я считаю, что путешествие в одиночку позволяет мне быть более независимой и спонтанной. Я могу путешествовать в удобном для меня темпе и по-настоящему погружаться в местную культуру. Отличная перспектива. Планируете ли вы какие-либо конкретные направления или мероприятия для поездки в Японию? Да, я очень рад посетить Токио и познакомиться с оживленной городской жизнью, а также с более спокойными местами, такими как Киото и Нара. Мне бы очень хотелось увидеть знаменитые храмы и святыни, попробовать настоящую японскую кухню и, возможно, даже посетить матч по борьбе сумо. Ух ты! Это звучит как невероятный маршрут. Уверен, вы прекрасно проведете время, открывая для себя чудеса Японии. Я с нетерпением жду этого события. Путешествовать в одиночку может быть непросто, но в то же время это невероятно полезно. Мне не терпится погрузиться в культуру и создать свой уникальный опыт. Это круто. Уверен, вы получите максимум удовольствия от своего одиночного приключения в Японии.
Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации при планировании поездки. Урок 7. Изучение Японии. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь одиночную поездку в Японию. Куда ты собираешься поехать? Доброе утро, Джон. Я очень рад посетить Японию. Я подумываю посетить Токио, Киото и Нару. Звучит потрясающе. Почему вы решили отправиться в путешествие в одиночку вместо поездки с друзьями или семьей? Что ж, я считаю, что путешествие в одиночку позволяет мне быть более независимой и спонтанной. Я могу путешествовать в удобном для меня темпе и по-настоящему погружаться в местную культуру. Я вижу в этом привлекательность. Запланированы ли у вас какие-либо конкретные направления или мероприятия для поездки в Японию? Да, мне очень не терпится увидеть знаменитые храмы и святыни, попробовать настоящую японскую кухню и, возможно, даже посетить матч по борьбе сумо. Ух ты! Это звучит как невероятный маршрут. Уверен, вы прекрасно проведете время, открывая для себя чудеса Японии. Не могу дождаться. Путешествовать в одиночку может быть немного сложно, но в то же время это невероятно полезно. Мне не терпится создать свой уникальный опыт. Это круто. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации при планировании поездки. Я буду рад помочь, чем смогу. Урок 8. Оставайтесь на связи за рубежом. Привет, Анна. Я слышала, что ты готова к одиночной поездке в Японию. Это так увлекательно. Доброе утро, Джон. Да, я с нетерпением жду этого. Одна вещь, на которой я сосредоточена, это оставаться на связи, находясь за границей. Отличное замечание. Поддержание связи может иметь большое значение при путешествии в одиночку. Каков твой план на этот счет? Что ж, я планирую приобрести местную сим-карту с данными, чтобы легко получать доступ к картам, переводить приложения и поддерживать связь с друзьями и семьей. Это умная идея. Надежный доступ в интернет может быть очень полезен, если вы самостоятельно исследуете новое место. Именно так. Кроме того, на всякий случай я позабочусь о том, чтобы у меня было несколько вариантов резервного копирования, например, международный тарифный план с домашним провайдером. Отлично, так у вас будет четкий план, чтобы оставаться на связи, несмотря ни на что. Это значительно упростит ваши одиночные приключения. Определенно. Я не хочу рисковать, находясь там, чувствовать себя изолированной или разобщенной. Оставаться на связи важно как по практическим, так и по личным причинам. Совершенно верно. Кроме того, это позволит вам легко общаться с друзьями и семьей по всему миру, что всегда является бонусом. Урок 9. Путешествие в одиночку. Привет, Анна. Я так рада узнать больше о твоей предстоящей одиночной поездке в Японию. Как идет планирование? Доброе утро, Джон. Планирование идет отлично. Мне очень нравится путешествовать в одиночку, и я с нетерпением жду приключений. Приятно это слышать. Что вас больше всего радует, когда речь заходит о путешествии в одиночку? Что ж, я с нетерпением жду возможности свободно и гибко определять свой темп и повестку дня. Я могу заниматься исследованиями в своем собственном ритме, не идя на компромиссы.
В этом есть смысл. Умение быть спонтанным и независимым должно быть таким освобождающим чувством. Совершенно верно. А еще мне не терпится испытать себя и выйти из своей зоны комфорта. Путешествия в одиночку заставляют вас быть более адаптируемыми и изобретательными. Совершенно верно. Подобные впечатления могут действительно изменить мир к лучшему. Уверен, что вы вернетесь с чувством силы и сил и поделитесь с вами удивительными историями. Надеюсь, что да. В то же время я стараюсь оставаться на связи с друзьями и семьей дома. Эта сеть поддержки очень важна, даже если вы одиноки. Отличное замечание. Поддержание этих связей действительно может улучшить впечатление от путешествий в одиночку. Это лучшие из обоих миров. Урок 10. Сочетание современного и деревенского. Привет, Анна. Я слышала, что ты вернулась из одиночной поездки в Японию. Как все прошло? Доброе утро, Джон. Моя поездка в Японию была просто невероятной. Это было уникальное сочетание современных и деревенских элементов. Это так приятно слышать. Что вас больше всего запомнило в этом контрасте между современным и традиционным? Что ж, меня поразило, как гармонично сосуществовало старое и новое в таких местах, как Токио. Эти высокие небоскребы располагались рядом с многовековыми храмами и святынями. Ух ты, наверное, это было интересное сочетание. Что вам показалось самым интересным в этой динамике? Мне понравилось, как это придавало городу, в котором я побывал, характер и глубину. Современная инфраструктура и технологии обеспечивали удобство, а традиционная архитектура и культура действительно послужили основой для впечатлений. Отличное замечание. Сочетание этих элементов, должно быть, создало действительно богатую и захватывающую среду. Определенно. И это вышло за рамки только физических пространств. Даже во время небольших бесед я заметила сочетание старого и нового. Мне нравится использовать высокотехнологичные приложения для перевода, а также соблюдать традиционный японский этикет. Это очень интересно. Похоже, вы действительно должны оценить нюансы того, как Япония сохраняет свое наследие, одновременно принимая во внимание современность. Урок 11. Дилемма сидения у окна. Привет, Анна. Ты уже получила свое место на нашем рейсе на следующей неделе. Нет, пока нет. Надеюсь занять место у окна, если это возможно. Мне нравится смотреть в окно во время полетов. То же самое и здесь. Сиденья у окна лучшие. Я обязательно заеду пораньше, чтобы попробовать его купить. Отличная идея. Как говорится, ранняя птица ловит оконного червя. Ха-ха, правда. Интересно, насколько будет полно пассажиров. Надеюсь, у окна будет достаточно мест для прогулок. Я тоже на это надеюсь. Я буду немного разочарована, если застряну посередине. Я тоже. Но я уверена, что все получится. При необходимости мы всегда можем попробовать поменяться местами с нашими соседями по сиденью. Хорошее замечание. Уверен, мы можем что-то придумать. Пока мы не будем сидеть отдельно, я буду счастлива. Именно так. Окно, проход или середина. Пока мы летим в одной плоскости, я буду довольна. Урок 12.
Диалог о сбалансированной диете. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты выглядишь немного здоровее. Вы меняли свой рацион. Знаете, я все больше стараюсь придерживаться сбалансированной диеты. Я стараюсь есть много фруктов, овощей и цельного зерна. Отлично. Какому плану вы обычно следуете? Я стараюсь ограничить употребление обработанных продуктов и сосредоточиться на употреблении разнообразных продуктов, богатых питательными веществами. Много нежирных белков, полезных жиров и сложных углеводов. Звучит как надежный подход. Я хотел внимательнее относиться к своим привычкам питания. Конечно, это может быть непросто, но стоит того, чтобы чувствовать себя как можно лучше. Рассматривали ли вы возможность попробовать определенную диету или план питания? Пока нет, но я открыт для предложений. Что вам помогло? Что ж, я стараюсь избегать строгих диет и просто стремлюсь к равновесию. Главное – прислушиваться к своему телу и питаться интуитивно. В этом есть большой смысл. Мне придется попробовать. Спасибо за советы. Урок 13. Вопросы домашней безопасности. Привет, Анна. Ты в последнее время в курсе всех новостей о взломах домов. Это действительно беспокоит. Да, я видел много сообщений об этом. В наши дни домашняя безопасность, похоже, становится все более актуальной. Определенно. Это заставляет меня пересмотреть меры безопасности в нашем собственном доме. Я тоже. Вероятно, нам следует модернизировать нашу систему сигнализации и убедиться, что все замки надежно защищены. Отличный звонок. Я также подумывал добавить наружное освещение и, возможно, даже пару камер видеонаблюдения. Это отличные идеи. Дополнительное освещение и видеонаблюдение могут стать реальным сдерживающим фактором для потенциальных злоумышленников. Совершенно верно. Я хочу сделать наш дом максимально безопасным, чтобы обеспечить нам обоим душевное спокойствие. То же самое и здесь. Не весело жить в постоянном беспокойстве о возможных взломах. Согласовано. Мы упорно работаем ради того, что имеем, это нужно защищать. Урок 14. Привилегии независимости от местоположения. Привет, Анна. Вы видели статью о росте удаленной работы? Сумасшедшие вещи. Да, я так и сделала. Удивительно, насколько сотрудники адаптировались к работе из любой точки мира. Абсолютно. Мне нравится идея не привязываться к определенному месту работы. Я тоже. Возможность работать из дома или даже путешествовать, при этом зарабатывая себе на жизнь, кардинально меняет правила игры. Совершенно верно. Мне кажется, я был бы намного счастливее и продуктивнее без ежедневных поездок на работу. Определенно. Кроме того, вы можете жить где угодно, а не ограничиваться дорогими крупными городами. Хорошие замечания. Мне показалось, что я работаю удаленно из более доступного и живописного места. Точно. Варианты безграничны, если вы не ограничены традиционной офисной обстановкой. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не могу поверить,
что все больше компаний не воспринимают эту тенденцию. Урок 15. Эволюция американского спорта. Привет, Анна. Ты вчера вечером смотрел большую игру. Футбольный сезон действительно набирает обороты. Я так и сделала. Это была очень напряженная игра. Футбол действительно закрепил за собой звание главного вида спорта Америки, не так ли? Совершенно верно. Рост популярности футбола в 60-х годах и сохраняющаяся популярность бейсбола укрепили его господство. Это так интересно. Я и не подозревал, что футбол за это время приобрел такую популярность. Да, 60-е годы стали поворотным десятилетием для этого вида спорта. Слияние Национальной футбольной лиги с АФЛ помогло ей подняться на новый уровень. Ого, я об этом не знала. Удивительно, как футбол так глубоко укоренился в американской культуре. Конечно, он превзошел бейсбол как самый популярный и коммерчески успешный вид спорта в стране. Думать об этом просто безумно. Раньше бейсбол считался национальным развлечением, но футбол явно взял верх. Определенно. Зрелищность и интенсивность игры действительно покорили воображение публики. Урок 16. Знакомимся с прошлым. Привет, Анна. Вы знали, что Советский Союз отставал от Соединенных Штатов в высокотехнологичных областях еще в 1989 году? В самом деле, я этого не знал. Что произошло? Что ж, Советы просто не могли угнаться за быстрым технологическим прогрессом в США. Они слишком сильно отставали. Ух ты! Это потрясающе! Интересно, что привело к тому, что этот разрыв так сильно увеличился. Насколько я понимаю, советская система просто не могла сравниться с инновациями и эффективностью свободного рынка США. Им было трудно конкурировать. Интересно. Мне нужно будет подробнее прочитать об этом периоде истории. Мне еще многому предстоит научиться. Определенно. Удивительно, как быстро все может измениться даже в глобальном масштабе. Быть в курсе событий – это всегда непростая задача. Совершенно верно. Приятно вести такие беседы, чтобы расширить наши знания. Всегда есть что узнать. Не могу не согласиться с этим. Приятно погружаться в эти темы и учиться друг у друга. Урок 17. Разговор об обуви. Привет, Анна. Вы заметили, что обувь в наши дни может быть довольно дорогой? Ты прав, Джон. Некоторые дизайнерские туфли действительно могут обойтись вам дорого. Да, я была удивлена, увидев, сколько некоторые из них стоят. Действительно ли они намного лучше обычных кроссовок? Что ж, это зависит от обстоятельств. В некоторых туфлях высокого класса используются высококачественные материалы и используются изделия ручной работы, что способствует повышению цены. Но вы также можете найти более доступные варианты, которые при Думаю, этом будут все дело хорошего в том, качества. чтобы найти правильный баланс между ценой и качеством, да. Именно так. Я стараюсь искать качественную и удобную обувь, но не обязательно самую дорогую. Это разумный подход. Мне придется иметь это в виду в следующий раз, когда я буду ходить по магазинам обуви. Определенно.
И вы часто можете найти отличные предложения, если будете следить за распродажами или скидками. Хороший совет. Мне придется провести еще несколько исследований доступной, но прочной обуви. Урок 18. Одевайся. Здравствуй. Я заметила, что вы раньше покупали новое платье. Как все прошло? А, привет, Джон. В итоге я нашла действительно хорошую вещь в женском разделе. Что скажешь? Дайте мне посмотреть. Свистки выглядят отлично. Этот цвет вам действительно подходит. Спасибо. Я так довольна этим. Я немного боялся, что это может быть слишком дорого, но на самом деле это было вполне разумно. Это круто. Всегда приятно, когда можно найти что-то стильное, не тратя денег. Совершенно верно. И мне очень хочется его носить. Думаю, оно идеально подойдет для моего предстоящего мероприятия. Уверен, вы привлечете внимание. Тебе всегда удается выглядеть фантастически. Ты слишком добр, Джон. Хихикает, но я ценю комплимент. Эй, просто называю все так, как мне кажется. У тебя отличный стиль. Урок 19. Выпечка хлеба. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно печешь. Что вы готовили? А, я действительно экспериментировала с домашним хлебом. Было очень весело. Домашний хлеб, да. Звучит очень вкусно. В чем секрет того, как все сделать правильно? Что ж, один из лучших советов, которые я усвоил, дайте тесту расти немного дольше, чем вы думаете. Это действительно влияет на текстуру. Ах, приятно знать. Мне придется попробовать это в следующий раз, когда я испеку буханку. Определенно. И не забудьте тщательно вымесить тесто. Это ключ к выработке клейковины. Попался. Отмечено, что замешивание и более длительное время настаивания. Что-нибудь еще мне следует иметь в виду? Дай мне подумать. Использование муки хорошего качества тоже может улучшить вкус. Приятно знать. В следующий раз, когда я буду в продуктовом магазине, мне придется купить высококачественную муку. Урок 20. Командная работа заставляет мечту сбываться. Привет, Анна. В последнее время я много думаю о важности командной работы. А, это интересная тема. Что заставило тебя об этом задуматься? Что ж, я заметил, что когда я пытаюсь выполнять задачи в одиночку, это может быть очень сложно. Но когда я работаю вместе с другими, мне становится намного проще. Я полностью согласен. Командная работа крайне важна для достижения больших целей и решения сложных проблем. Именно так. В том, чтобы полагаться друг на друга и поддерживать друг друга, есть что-то особенное. Определенно. И дело не только в распределении рабочей нагрузки. Речь идет о сочетании разных навыков и перспектив для поиска лучших решений. Совершенно верно. Когда у вас многообразная команда, вы действительно можете использовать уникальные сильные стороны каждого. Совершенно верно. Удивительно,
как многого можно достичь, доверяя другим и сотрудничая с ними. Определенно. Я стараюсь более целенаправленно строить более прочные отношения и развивать чувство командной работы. Урок 21. Увеличение объема заказа. Привет, Анна. Я слышала, что компания рассматривает возможность увеличения объема заказов. Что вы об этом думаете? А, правда. Звучит интересно. Интересно, как это повлияет на наши операции и рабочий процесс. Что ж, увеличение заказов может означать больше работы, а также потенциально больший доход для компании. Это правда. Хотя меня немного беспокоит, сможем ли мы обработать значительно больший объем. Я понимаю твою точку зрения. Возможно, нам придется инвестировать в дополнительные ресурсы или персонал, чтобы справиться с дополнительной рабочей нагрузкой. Именно так. Прежде чем принимать какие-либо решения, нам придется тщательно проанализировать затраты и выгоды. Хорошая мысль. Мне интересно узнать план руководства по увеличению объема заказов, если они все же решат увеличить количество заказов. Я тоже. Надеюсь, они привлекут к этому процессу сотрудников, работающих на передовой, таких как мы. Наш вклад может оказаться ценным. Совершенно верно. Мы лучше всех разбираемся в повседневных операциях. Урок 22. Уникальные австралийские животные. Привет, Анна. Знаете ли вы, что многие виды животных в Австралии сильно отличаются от видов, обитающих в других частях мира? В самом деле, я этого не осознавал. Что делает австралийских животных такими уникальными? Во-первых, в Австралии обитают одни из самых знаковых и необычных существ, таких как кенгуру, коала и утконос. Ах да, они определенно уникальны для Австралии. Меня всегда восхищал утконос, это такое странное животное. Совершенно верно. А еще есть сумчатые животные, такие как тасманский дьявол, которых вы больше нигде не найдете. Вау, это действительно интересно. Интересно, какие эволюционные факторы привели к развитию такой самобытной дикой природы в Австралии? Насколько я понимаю, это во многом связано с географической изоляцией Австралии и уникальной экосистемой, которая развивалась там миллионы лет. В этом есть смысл. Как будто Австралия — живой музей древних видов. Точно. Это действительно интересная часть мира с точки зрения биоразнообразия и естественной истории. Урок 23. Окрашивание волос. Привет, Анна. Моя мама на днях говорила мне, что красить волосы было бы глупо. А, правда. Что она об этом сказала? Она сказала, что я не буду хорошо выглядеть с окрашенными волосами и что это просто приходящая тенденция. Понимаю. Что ж, у каждого свое мнение на этот счет. Верно, но я хочу попробовать. Думаю, это был бы интересный способ изменить свой внешний вид. Я понимаю эту апелляцию. Краска для волос может стать отличным способом поэкспериментировать и выразить себя. Точно. Мне интересно посмотреть, как я буду выглядеть с другим цветом волос. Если это то,
что вас интересует, я советую вам дерзать. До тех пор, пока вы довольны результатами. Это хорошие замечания. Мне не стоит слишком беспокоиться о том, что думают другие. Урок 24. Сатира Гилберта и Салливана. Привет, Анна. Вы знали, что сатирические оперы Гилберта и Салливана в свое время вызвали настоящий ажиотаж? В самом деле, я знаком с их творчеством, но не подозревал, что их сатира настолько противоречива. Да, очевидно, их резкие комментарии в социальных сетях и остроумие не всегда нравились англичанам того времени. Это интересно. Наверное, для некоторых их сатира зашла слишком близко к дому. Именно так. Но что интересно, музыка Салливана, казалось, уравновешивала резкую сатиру и снимала напряженность. Ах, понятно. Таким образом, сочетание остроумия Гилберта и прекрасных композиций Салливана создало уникальное художественное напряжение. Точно. Музыка помогала успокоить аудиторию, даже когда контент высмеивал социальные нормы. Это захватывающая динамика. Могу себе представить, что посетить одну из их постановок в то время было настоящим впечатлением. Держу пари, что так и было. Должно быть, зрители чувствовали себя как развлеченными, так и немного расстроенными. Урок 25. Тихий город Грибия. Привет, Анна. Вы слышали о городе Грибия и о том, что в нем царит полное отсутствие шума? Нет, я раньше об этом не слышала. Город, в котором нет шума. Звучит весьма примечательно. Видимо, там было так тихо, что там никогда не лаяла ни одна собака. Казалось, что горожане гордились своей мирной обстановкой. Ух ты, это невероятно. Не могу представить себе такое место. Наверное, это был оазис спокойствия. Совершенно верно. Жители Грибия даже сетовали на то, что может нарушить их спокойный образ жизни. Я могу это понять. Некоторые люди действительно ценят такой уровень спокойствия и спокойствия. Совершенно верно. Как будто они создали свою маленькую утопию, свободную от шума и суеты внешнего мира. Это интересная концепция. Интересно, что вообще побудило людей поселиться в таком месте. Хороший вопрос. Возможно, они хотели отдохнуть от хаоса повседневной жизни, или, возможно, это была просто естественная тишина этого места. Урок 26. В поисках красоты. Привет, Анна. Вы заметили, как солнечный свет сегодня светит на цветы в саду? Это действительно очень красиво. Ты прав, Джон. Цвета такие яркие, а лепестки выглядят так нежно. Мне нравится, как свет подчеркивает сложные детали. Точно. Я стараюсь больше ценить такие мелочи. Удивительно, что можно обнаружить, притормозив и по-настоящему вглядываясь в окружающую красоту. Я согласен. Легко погрузиться в суету повседневной жизни и упустить эти особенные моменты. Но они очень важны для нашего благополучия. Определенно. Я поняла, что не всегда все идет так, как планировалось,
но найти красоту в неожиданностях может все изменить к лучшему. Отличная перспектива. Речь идет о том, чтобы изменить свое мышление и сосредоточиться на позитиве даже в сложных ситуациях. Совершенно верно. И вы знаете, я начала вести небольшой дневник, где записываю мелочи, которые доставляют мне радость каждый день. Это прекрасный способ поразмышлять и оценить красоту моей жизни. Это прекрасная идея. Возможно, мне придется начать делать это самой. Важно найти время, чтобы заметить и насладиться этими прекрасными моментами. Не могу не согласиться с этим. Это мелочи, которые действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Урок 27. Обсуждение предложения о работе. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой об этом предложении о работе, которое я получила. У меня есть несколько вопросов и проблем, которые я хотел бы обсудить. Конечно, что бы вы хотели узнать? Я с радостью постараюсь помочь, чем смогу. Что ж, зарплата кажется хорошей, но мне интересен социальный пакет. Какие варианты медицинского страхования, отпуска и выхода на пенсию они предлагают? Отличный вопрос. При оценке предложения о работе очень важно получить подробную информацию о льготах. Совершенно верно. Эти льготы действительно могут повлиять на общую компенсацию. Определенно. Расскажите мне, что вы узнали о конкретных преимуществах, и мы вместе взвесим все за и против. Звучит неплохо. Я также хочу убедиться, что баланс между работой и личной жизнью разумен. В описании вакансии упоминается сверхурочная работа, и я хочу убедиться, что это не будет нормой. Это вполне обоснованное беспокойство. Баланс между работой и личной жизнью очень важен. Посмотрите, сможете ли вы получить представление о типичной рабочей нагрузке и часах работы нынешних сотрудников. Отличная идея. Я постараюсь лучше понять корпоративную культуру и ожидания. Я хочу убедиться, что оно мне подходит. Урок 28. Делимся вдумчивым жестом. Привет, Анна. Я хотела рассказать тебе о том, чем я занимаюсь в последнее время и которое мне очень нравится. А, что это, Джон? Что ж, я создавал эти маленькие закладки с короткими вдохновляющими высказываниями. А потом мне нравится дарить их своим друзьям в виде небольших подарков. Это такая прекрасная идея. Я могу себе представить, как важно, чтобы ваши друзья получили их. Надеюсь, что да. Я просто чувствую, что это отличный способ поделиться позитивом и подарить немного радости, понимаете? Совершенно верно. Маленькие и продуманные жесты действительно могут улучшить чей-то день. Это прекрасный способ пообщаться с друзьями. Именно об этом я и думала. Мне тоже очень нравится процесс их изготовления. Для меня это хорошая творческая отдушина. Понимаю, что это было бы очень приятно. Вкладывать такие мысли и заботу во что-то, чем можно поделиться с другими, это действительно нечто особенное. Определенно. И самое приятное — видеть улыбку на лицах моих друзей, когда я даю им такую улыбку. Знаешь, мне от этого просто приятно. Урок 29. Паспорт и подтверждение бронирования. Привет, Анна. Ты готова к нашей поездке? Привет, Джон. Да, я в восторге. У меня есть готовый паспорт и подтверждение бронирования.
Как насчет тебя? Отлично. У меня тоже есть своя. Важно всегда иметь их под рукой во время путешествий. Абсолютно. Это необходимо для удостоверения личности и подтверждения бронирования. Верно. Кроме того, это способствует беспрепятственному процессу регистрации в аэропорту или отеле. Определенно. Это экономит время и позволяет избежать ненужных задержек. Кстати, вы проверили прогноз погоды в нашем пункте назначения. Да, я так и сделала. Похоже, будет солнечно и тепло. Отлично. Я собрал легкую одежду для поездки. Урок 30. Гибкость планов. Привет, Анна. Ты готова к нашей поездке? Привет, Джон. Да, у меня все готово. У меня есть паспорт и подтверждение бронирования. Как насчет тебя? Отлично. Для беспрепятственного процесса регистрации важно иметь их под рукой. Определенно. Мне не нужны задержки или проблемы в аэропорту или отеле. Совершенно верно. Кстати, вы уже думали о том, какие места вы хотели бы посетить? Да, у меня есть. Я составил список некоторых известных достопримечательностей, которые мне хотелось бы увидеть. Это просто фантастика. Мы можем спланировать наш маршрут на основе ваших предпочтений. Звучит неплохо. Но я также считаю, что важно проявлять гибкость в наших планах. Я согласен. Иногда возникают неожиданные возможности, и хорошо быть открытыми для них. Урок 31. Уверенность за столом переговоров. Привет, Анна. Ты готова к большой встрече? Привет, Джон. Да, я готов и уверен в себе. Равные. Самые слабые должны сесть за стол переговоров с такой же уверенностью, как и мы, и в полной безопасности. Абсолютно. Важно подойти к встрече с позитивным и уверенным настроем. Определенно. Это задает тон и помогает создать продуктивную среду для совместной работы. Верно. Мы должны уверенно излагать свои идеи и взгляды, зная, что наш вклад ценен. Совершенно верно. И даже если мы сталкиваемся с проблемами или разногласиями, важно сохранять спокойствие и уверенность в своей способности найти решение. Именно так. Уверенность в себе и своих способностях может во многом повлиять на других и добиться успешных результатов. Я согласен. Также важно активно и уважительно прислушиваться к мнению других, даже если оно отличается от нашего. Совершенно верно. Сотрудничество и открытость являются ключом к позитивному и продуктивному обсуждению. Урок 32. Здоровые привычки. Привет, Анна. Ты попробовала новый рецепт фруктового салата, о котором я тебе рассказывала. Это очень вкусно и полезно. Нет, я еще не пробовал. Джон. Какие фрукты в нем? В нем есть яблоки, ягоды и некоторые цитрусовые. Это отличный способ пополнить ежедневную порцию фруктов.
Звучит замечательно. Мне придется попробовать. Есть ли у вас другие советы по сохранению здоровья? Абсолютно. Очень важно пить много воды в течение дня. И не забывайте регулярно заниматься спортом, даже если это всего лишь небольшая прогулка. Это отличные советы. Я также стараюсь больше заниматься силовыми тренировками, чтобы нарастить мышечную массу. Есть какие-нибудь советы? Определенно, сосредоточьтесь на сложных упражнениях, которые работают с несколькими группами мышц. Такие вещи, как приседания, выпады и отжимания, идеальны. Отлично, учту это. Быть здоровым может быть непросто, но оно того стоит. Совершенно верно. Небольшие изменения могут иметь большое значение. Дайте мне знать, как получается фруктовый салат. Урок 33. Карьерные устремления. Утро. Я хотела поговорить с вами о своих карьерных целях. Я действительно начинаю думать о том, где я хочу быть в ближайшие 5-10 лет. А, это здорово, Джон. Какие цели ты имеешь в виду? В идеале я вижу себя на руководящей должности, возможно, в качестве генерального директора или руководителя высшего звена. Это очень амбициозная цель. Какие шаги вы планируете предпринять для достижения этой цели? Что ж, я надеюсь принять участие в других проектах, которые помогут мне развить навыки управления и стратегического планирования. Отличный подход. А как насчет образования или сертификатов? Они тоже были бы полезны. Определенно. Я рассматриваю несколько программ развития лидерских качеств, которые могли бы дать мне конкурентное преимущество. Отлично. Думаю, такие целенаправленные усилия действительно помогут вам реализовать свои карьерные устремления. Спасибо, что вы нашли время обсудить это со мной. Полезно узнать вашу точку зрения. Урок 34. Преимущества казино. Привет, Анна. Я хотела узнать твое мнение о новом предложении казино для нашего города. Ах да, я немного об этом слышал. Что вы об этом думаете? Что ж, я думаю, что крупные казино часто считаются хорошими для районов с высоким уровнем безработицы, таких как наш. Это правда. Они могут создать много новых рабочих мест и обеспечить экономическую активность. Именно так. И большинство новых казино в наши дни предлагают множество развлечений и ресторанов. Это хорошее замечание. Это может стать прекрасным дополнением к местной развлекательной сцене. Определенно. Кроме того, налоговые поступления могут помочь финансировать важные общественные проекты. Это действительно хорошие моменты, Джон. Похоже, это может принести некоторые существенные преимущества. Совершенно верно. Конечно, всегда есть плюсы и минусы, которые следует учитывать. Но в целом я смотрю на это с осторожным оптимизмом. Урок 35. Красочная природа. Привет, Анна. Вы знали, что в природе не так много естественных фиолетовых вещей? В самом деле, я раньше об этом не думала. Что такое фиолетовый цвет по своей природе? Ну,
Некоторые сорта винограда могут иметь фиолетовый оттенок, а иногда небо даже выглядит немного фиолетовым на закате. Это правда. Я заметил, что по вечерам небо может приобретать красивые фиолетовые тона. Да, это действительно уникальный и яркий цвет. Но по сравнению с другими цветами, такими как зеленый и синий, фиолетовый не так распространен в природе. Хм, это интересное наблюдение. Интересно, почему это так? У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Не уверен точно, но это может быть связано с химическим составом и пигментами, содержащимися в большинстве растений и природных элементов. Ах, в этом есть смысл. Разнообразие цветов в природе действительно завораживает, если задуматься. Определенно. Если мы будем обращать внимание на мельчайшие детали вокруг нас, мы всегда будем ценить что-то большее.